Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой вот интересный квадрат. Видите, он у нас вяжется с уголка, и мы можем, набирая по кругу, получить тоже очень интересный квадрат. Мы сейчас с вами свяжем его и соединим с одной из сторон. У нас с вами есть схема. Будем работать по ней. Начинаем вот с этой точки. Да, как бы вот у нас колечко, 3 воздушных, столбик, 3 воздушных и 2 столбика в это колечко. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать как бы первую петельку мы с вами делаем, но я ее не довязываю, а просто закрепляю. То есть у нас получается с вами петля скользящая. И теперь я с этой точки вяжу 3 воздушных. Первый столбик, накид, второй столбик, 3 воздушных петельки, накид, и вот в это же колечко еще 2 столбика. Первый и второй. И вот теперь мы с вами можем затянуть наше колечко. Таким образом, вот наше начало. Далее смотрим. Мы с вами оказались вот в этой точке. Нам нужно сделать петли подъема, через одну воздушную петлю в столбик связать столбик, и нужно связать 1, 2, 3, 3 столбика под арочку через одну воздушную петельку, столбик в сам столбик, и в третью петлю подъема тоже связать столбик. Все у нас столбики идут через одну воздушную петлю. Поэтому вот сейчас что мы с вами делаем? 1, 2, 3. Это у нас будет первый столбик. Я поворачиваю вязание, еще воздушная петля, расстояние между столбиками, и мы заходим в столбик нижнего ряда. Далее воздушная петля, и под арочку у нас идет первый столбик, воздушная петля, второй столбик под саму арку, воздушная петля, и вот третий столбик. Вот мы в саму арочку связали 3 столбика. Воздушная петелька. Теперь у нас остался вот первый и второй столбик, последний. Таким образом мы с вами завершим ряд. Последняя воздушная петля, в третью петельку подъема, столбик с одним накидом. Вот мы с вами связали второй ряд. Поворачиваем вязание и смотрим схему. Так, мы с вами связали вот второй ряд, должны перейти на третий. Третий ряд, 3 петли подъема, 2 воздушных, 1, 2, 3 в третий столбик, вершинку мы с вами вяжем подряд 3 столбика, 2 воздушных в центральный столбик, вот который у нас подарка было 3, в центральный во второй столбик с одним накидом, и следующий столбик через 2 воздушных, 3 столбика подряд. То есть мы задействуем в нашем вязании 3 столбика, которые идут под аркой, и первый и последний столбик. 3 петли подъема, 1, 1, 2, 3, 2 воздушных, расстояние, накид, и, как я говорила, вот наши 3 столбика под аркой. В первый мы с вами заходим, вяжем подряд 3 столбика, первый, вот второй, и вот третий столбик.
Теперь 2 воздушных петли, накид, и мы заходим с вами в центральный, во второй столбик. В него вяжем 1, 2 воздушных, накид, ну и в третий столбик, который у нас был под аркой, вяжем в основание 3. Первый, вот второй и вот третий. Вот так. И последние 2 воздушных петельки, накид, третью петлю подъема, столбик с одним накидом. Таким образом мы с вами завершили третий ряд. Смотрим четвертый. Вот третий ряд мы с вами вот в этой точке связали столбик с одним накидом. Теперь у нас идут опять-таки петли подъема и 2 воздушных петли. Там, где у нас было 3, мы сделаем 4 столбика в центральный, в вершину вяжем 2. 2 воздушных. В центральный столбик мы с вами вяжем птичку, то есть в основании 2 столбика, между ними 2 воздушных петли. И далее мы все повторяем с вами зеркально. 1, 2, 3. Мы повернули с вами вязание. Еще 2 воздушных петельки, накид. Вот наши первые 3 столбика. Я захожу в первый столбик. Во второй столбик у нас вершину 2. Вот первый и вот второй. И в последний у нас с вами 1 столбик. Вот что получилось. Далее 2 воздушных петли, накид. Вот наш центральный столбик. Мы в него вяжем первый, 2 воздушных, накид и второй. Две воздушных, накид, и далее у нас идет повторение. Первый столбик, во второй 2 столбика, и в последний столбик. Две воздушных петли, накид, третью петельку подъема, вяжем столбик с одним накидом. Таким образом мы с вами завершили 4-й ряд. 1, 2, 3, вот 4-й ряд. Смотрим, что у нас с 5-м рядом. Вот наш 4-й ряд, мы его завершили. Далее у нас идет, смотрите, опять-таки петли подъема. 1, 2, 3, 2 воздушных петельки. В первый столбик мы вяжем столбик, но далее через 3 воздушных петли мы вяжем как бы столбик, который участвует в вершине. Это один из 4, которые участвуют для вершины. Видите, столбик, 2 воздушных петли, и затем 1, 2, 3, 4 мы соединяем в один пучок. 3 воздушных в первый столбик, 3 воздушных, вернее 2 воздушных, столбик под арку, 2 воздушных, столбик, столбик, 3 воздушных, и здесь мы с вами в зеркальном повторяем 4 в одну вершинку, и через 3 воздушных петельки мы вяжем с вами столбик 2 и так завершаем. То есть в данный момент мы поворачиваем с вами вязание 1, 2, 3. Это у нас будет с вами первый столбик. 2 воздушных, накид. Первый столбик зашла, столбик с одним накидом. Связали. Теперь 1, 2, 3. Накид. Я захожу в этот же столбик, с которым мы уже работали, и вяжем недовязанный столбик, первый. Накид. Я захожу во второй столбик,
тоже делаю недовязанным. В третий недовязанный и четвертый столбик недовязанный. И вот теперь мы их с вами соединили и закрепили. Вот что получается. Далее 1, 2, 3 накид. Я захожу в первый столбик и столбик вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 2 воздушных, накид, идем под арку. 2 воздушных, накид, сам столбик. А эти столбики мы с вами выполняем точно так же, то есть 4 вместе и 1 отдельно. Прошли мы с вами до конца и получили очередной ряд. Теперь у нас с вами следующий ряд. Вот мы с вами связали и завершили в этой точке. Поворачиваем вязание, 3 воздушных, 2 воздушных. В первый столбик, который мы вязали отдельно, да, у нас с вами идет птичка. Столбик, воздушная петля, столбик. 3 воздушных петли мы в основании нашей вершинки вяжем столбик без накида. 3 воздушных. И, как вы видите, вот в эти столбики, которые идут с одной стороны от центра, мы опять с вами вяжем 3 и 3. То есть как вот здесь здесь, видите, у нас с вами закрылся листик. Вот он, этот листик. Вот он у нас закрылся. А сейчас мы с вами формируем следующий листик. То есть от центра с одной и с другой стороны по 3. И опять-таки в зеркальном положении мы с вами выполняем 3. Столбик без накида, 3 воздушных. В предпоследний птичку, 2 воздушных и в последний столбик. И будем переходить на следующий ряд. Сейчас мы с вами что? Согласно схеме повернули наше вязание и вяжем 1, 2, 3 столбик, 2 воздушных, накид. И вот он, этот отдельно стоящий столбик, мы заходим в него и вяжем столбик, воздушная петля и следующий столбик. Вот так. Видите? Теперь 3 воздушных. 1, 2, 3. Вершинку. Столбик без накида. 1, 2, 3. И вот наш центр. Мы сюда и сюда с вами начинаем формировать следующий листик и вяжем по 3 столбика с одним накидом. Первый, вот, второй и третий. Далее 2 воздушных петли, накид и в центральный вяжем столбик. 2 воздушных петли и в следующий подряд 3 столбика. Видите, вот мы с вами сформировали следующие листики. Мы теперь должны сделать столбики, вернее арки в одну и в этот столбик 2 столбика. 1, 2, 3. Опуститься. Столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. В этот столбик мы с вами вяжем 2 столбика. Первый, воздушная петля и второй.
2 воздушных, накид, и в третью петельку подъема связали столбик с одним накидом. И вот у нас получился следующий ряд. Смотрим, что у нас дальше. Мы вот с вами прошли вот этот ряд. Видите, птичка. Далее опять мы с вами поднимаемся. 2 воздушных петли, столбик, а в последнем у нас идет птичка. 3 воздушных. И вот этот ряд у нас, как мы уже с вами вязали, да, столбик, 2 столбика, столбик, 2 воздушных и птичка. Вот он напоминает нам, да, 2 воздушных. И далее мы все в зеркальном положении с вами все повторяем. Повернули вязание. 3 воздушных, 1, 2, 3, столбик, 2 воздушных, накид, первый столбик, я вяжу столбик с одним накидом. Вот так. 2 воздушных, накид, я захожу, вот он из этой птички, у нас второй столбик, мы в него зашли, столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, и в это же основание второй столбик. Далее мы с вами 3 воздушных, 1, 2, 3, накид. Вот наши 3 столбика. Столбик, накид, 2 столбика, накид и в последний столбик. Вот наша центральная, 2 воздушных, накид, столбик, 2 воздушных, следующий столбик, 2 воздушных, и мы с вами вот этот выполняем точно такой же набор, да? Далее у нас с вами идет 2 столбика, столбик и столбик. Прошли мы с вами этот ряд, и смотрите, мы остановились с вами вот в этой точке. Теперь нам нужно с вами опять сделать 3 петли подъема, 2 столбик, через 2 столбик, через 2 столбик. Обратите внимание, здесь у нас было 2, а здесь у нас просто по столбику. И затем мы с вами все 4 столбика соединяем в один пучок, 3 воздушных. Формируем как бы веточку для начала следующего листика, столбик, 2 воздушных по центру, 2 воздушных, столбик, соединили и довязали в зеркальном положении. То есть сейчас мы с вами что делаем? 3 воздушных и 2 еще одни петли. И теперь я делаю накид, захожу в первый столбик по ходу движения, столбик с одним накидом, 2 воздушных, накид, следующий столбик, 2 воздушных, следующий столбик. Связали. Далее мы с вами по схеме должны соединить в пучок. 1, 2, 3, накид, все 4 столбика, вяжем недовязанные с одним накидом и соединяем их. 3 и 4. Соединили, закрепили. Далее 3 воздушных петли, 1, 2, 3, накид, заходим
столбик. Теперь 2 воздушных, столбик под арку, вот сюда. 2 воздушных, накид, столбик в сам столбик. Соединили столбики в одну вершину и 4 столбика через 2 воздушных петли. Таким образом завершили. Завершили мы с вами очередной ряд и переходим к следующему. Вот мы с вами связали вот этот вот ряд, последний столбик. 3 петельки подъема, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных. Последний столбик у нас 2 столбика. Далее мы опять с вами вяжем вот эти арочки, которые идут у нас в вершину столбика. Так, и там, где у нас с вами были веточки, мы опять формируем начало листика и пробиваем центр. Все достаточно просто. Итак, 3 воздушных, 1, 2, 3, 2 воздушных, накид, столбик, 2 воздушных, следующий столбик, 2 воздушных, в последний столбик, 2 столбика через 1 воздушную петлю. Вот так. Теперь 3 воздушных, 1, 2, 3. Мы идем в вершину столбика. 1, 2, 3, накид. Вот наша ножка листика, а здесь мы его формируем начало. Первый. Вот второй и третий. 2 воздушных и центральный столбик. Далее все в зеркальном порядке мы повторяем. Прошли мы с вами очередной ряд и давайте смотреть схему. Вот у нас был с вами вот этот ряд. Вот он. Завершили. 3 петельки подъема, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, столбик, столбик. В последний опять вяжем 2 столбика. Видите? 3 воздушных. Вот из этих 3, мы уже с вами такое делали, делаем 4, то есть центральные 2. 2 воздушных и вяжем птичку в центральный столбик. Далее все в зеркальном положении повторяем. 3 воздушных, 1, 2, 3 и еще 2 воздушных, накид в первый столбик, столбик с одним накидом, 2 воздушных во второй столбик с одним накидом, 2 воздушных, следующий столбик с одним накидом и 2 воздушных, накид, в последний столбик вяжем 2 столбика через 1 воздушную петлю. Первый, воздушная петля, накид и второй столбик. Вот так, видите, у нас держится линия. Теперь 1, 2, 3, накид. Из 3 делаем 4. В первый столбик, столбик, во второй столбик 2 столбика, первый и второй, и в последний столбик. Что теперь? Теперь 2 воздушных, накид и вяжем
центр. Центр у нас идет столбик, 2 воздушных, накид и еще 1 столбик. Сюда мы с вами все повторяем зеркально. Завершили мы с вами и этот ряд. И давайте смотреть, что у нас идет дальше. Вот этот ряд связали. И теперь мы с вами завершаем листик. И в то же время мы будем сформировать с вами вот этот вот ананас, который идет у нас по центру. Вот он, да? Мы будем работать с ним. Завершили, сейчас посмотрю, вот в этой точке. И теперь петли подъема, 2 воздушных столбик, 2 воздушных столбик, 2 воздушных столбик, столбик и столбик. Только у нас с петлями подъема 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с одним накидом. Далее 3 воздушных петли. Собираем все в один пучок. 3 воздушных. А вот здесь вот мы с вами как раз сейчас свяжем 6 столбиков с одним накидом для формирования нашего ананаса. И далее мы все с вами повторяем. 3 в один пучок, 3 и 6 столбиков. Поворачиваем вязание. 1, 2, 3. 2 воздушных, накид и столбик первый, 2 воздушных, столбик второй, итак 6 столбиков мы с вами связали согласно схеме. Теперь 3 воздушных, соединяем наши столбики в одну вершинку, то есть 4 недовязанных с одним накидом, 3 и 4 соединили, закрепили. И теперь 3 воздушных, накид, и под эту арку мы с вами вяжем 6 столбиков с одним накидом. И далее в принципе все повторяем. Первый, второй, вот третий, четвертый, вот пятый и шестой. Далее 3 воздушных и повторили, как на этой стороне. Прошли мы с вами этот ряд, начинаем следующий. Следующий ряд. Смотрите, мы вот прошли с вами вот этот. Завершили. Петли подъема, столбик, 2 воздушных, столбик, столбик, столбик. У нас получается с петлями подъема 1, 2, 3, 4, 5. Шестой столбик мы вяжем с вами 2, то есть 6, 7. И дальше арочки в вершину столбика. Здесь у нас с вами идут, как я понимаю по схеме, 6 столбиков с 2 накидами через одну воздушную петлю. Далее мы с вами все повторяем. Повернули вязание. 3 воздушных. 1, 2, 3. 2 воздушных, накид и вяжем с вами столбики. Сделали мы с вами столбики. В последний, как и договаривались, 2, 3 воздушных, вершинку, 3 воздушных, накид и вот наши 6 столбиков, то есть 2 накида. В каждый столбик нижнего ряда мы с вами вяжем столбик с 2 накидами через одну воздушную петлю. Вот так. Три столбика связали, завершаем 3 и далее мы с вами все повторяем точно так же, как и с этой стороны. Прошли ряд, вот как он выглядит.
И теперь у нас начинаются интересные вещи, потому что мы должны с вами уже как бы завершать, сделать квадрат. Видите, у нас как бы треугольник получается. Вот мы прошли вот этот ряд, вот последний столбик. Теперь вот смотрите, нам как бы по китайской схеме показано, что мы вот должны оказаться с вами в третьем столбике мы должны с вами сделать первый как бы столбик без накида. Затем 3 воздушных, столбик, но я бы сказала, что это, наверное, полустолбик, а может быть даже столбик без накида. Нет, давайте полустолбик с накидом. 2 воздушных, полустолбик с накидом, 2 воздушных, вот в птичку В столбик, через 2 воздушных полный столбик, и дальше через 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, мы с вами идем на арки по 3 воздушных петли. Вот этот момент, как его нам решить? Я думаю, что все-таки давайте пройдем соединительными столбиками и дойдем до третьего столбика. То есть мы поворачиваем с вами вязание. Повернули мы с вами вязание и давайте, может быть, даже давайте сделаем так. Просто 2 воздушных, столбик без накида. Почему? Потому что все равно в столбике, соединительный столбик, он тоже дает какую-то толщину, да? 2 воздушных, опять вот столбик без накида, потому что это дальше нам, вот эти столбики нам пригодятся для того, чтобы делать сетку по периметру. И вот 2 воздушных, я делаю накид и захожу, делаю первый полустолбик. Да нет, даже все равно столбик без накида. По схеме, вот по схеме, да, вот у нас вот первый столбик, второй, третий. Вот первый, второй, вот первый, второй, третий. Вот 3 столбика мы с вами сделали. Теперь у нас идет 3 воздушных. 3 воздушных. И вот здесь я предлагаю сделать полустолбик. То есть немножко подняться, да? Вот. Видите, как прошли по линии и чуть-чуть сделали подъем. Далее идет 2 воздушных. 2 воздушных, накид и опять полустолбик. Провязали все 3 ниточки на крючке, не провязали. Вот так. Есть. И согласно схеме здесь у нас идут полные столбики. То есть 2 воздушных, накид, столбик с одним накидом, полный, 2 воздушных, накид, следующий столбик. Вот смотрите. Далее через 5 воздушных петель переходим на арки. 1, 2, 3, 4, 5. Я перехожу под первую арку, 3 воздушных. Под вторую арку 3 воздушных. Это третья арка, 3 воздушных, арка и вот так. Теперь у нас идет, вот мы с вами связали арочки, 5 воздушных и переходим на эту сторону. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, первый столбик, 2 воздушных, накид, второй столбик. И давайте смотреть, что у нас с вами здесь. Первый столбик связали, второй связали, 2 воздушных, полустолбик, 2 воздушных, полустолбик, 3 воздушных, столбик без накида. Считаем
1, 2, 3. То есть мы с вами завершаем вязание на третьем столбике от края. Сейчас у нас с вами идет 2 воздушных, полустолбик, 2 воздушных, полустолбик, так, считаем вот 1, 2, 3. То есть вот в этом третьем столбике от края мы должны с вами завершить. Сейчас мы вяжем 3 воздушных и столбик без накида. Вот так. Вот что у нас с вами получилось. Давайте смотреть дальше. Мы завершили здесь. Теперь смотрите, нам показано, что мы должны пройти опять-таки один столбик, второй, третий. Мы должны с вами передвинуться в третий столбик или в первый столбик с одним накидом. То есть опять-таки у нас идет вопрос: соединительными столбиками или просто воздушными петлями мы с вами доходим сюда. Ну, я бы сделала вот так вот, не соединителем, потому что и попадать сложно, и может стягивать. Поэтому что делаем дальше? Повернули вязание, и мы должны с вами остановиться вот в этом первом столбике. 1, 2. Здесь у нас было 3 воздушных, не будем стягивать, столбик без накида. Здесь у нас было 2 воздушных, столбик без накида, 2 воздушных и столбик без накида. Вот так. И теперь смотрим, что дальше. Мы с вами очутились вот в этой точке. 3 воздушных, полустолбик, 2 воздушных. И вот здесь нам показано, что мы должны с вами попасть в третью петельку на нашей арке и связать столбик с одним накидом. Если будем вязать просто под арку, значит будет болтаться. Что делаем? 3 воздушных, 1, 2, 3, накид, полустолбик с накидом. Да? Теперь у нас идет что? 2 воздушных, 2 воздушных. Я делаю накид, ищу третью петельку, захожу в нее и вяжу столбик с одним накидом. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот наши арки. Мы под эти арки вяжем 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, вот второй, и вот третий. 3 столбика есть. Соединили, закрепили. 2 воздушных петли, накид. Мы заходим в следующий. В каждый из этих столбиков мы с вами выполняем по 3 столбика и закрываем их в одну вершинку. Что будем делать дальше? Вот наш последний столбик, 5 воздушных петель. И опять нам показано, что мы должны связать с вами в третью петлю на нашей арке столбик с одним накидом. Через 2 петли у нас идет полустолбик с накидом. Через 3 петли столбик без накида. Мы не в ту сторону я с вами прошла, чтобы вот тут вы видели, да, что мы заканчиваем вот в этой столбике. Вот этот столбик, вот он.
2 воздушных, полустолбик, 3 воздушных, столбик без накида. И потом мы должны будем дойти до вот этого нашего столбика, который сейчас будем делать. Поэтому вот с этой точки мы с вами что делаем? После столбика с одной вершинкой 1, 2, 3, 4, 5. Я делаю накид, и мы должны с вами зайти в третью петлю и связать столбик с одним накидом. Вот он у нас есть. Теперь 2 воздушных, накид. Вот сюда мы вяжем полустолбик. 3 воздушных и столбик без накида. Вот так. Смотрим. Вот, все идет у нас зеркально. Вот наши 4 столбика, вот наши по 5, вот 1 и 2. Мы отсюда на самом начинали 1 и 2. Сюда мы не доходим, а здесь мы с вами продвигались просто воздушными петлями. Да? Постепенно мы как бы должны выйти на ровные линии. Так, эта сторона, вернее, этот ряд у нас мы завершили. Вот, как я уже показывала. Столбик без накида. Теперь мы должны опять-таки, смотрите, пройти вот один пролет, второй пролет, два пролета. Мы должны с вами опять начать наш следующий ряд с столбика без накида, с одним накидом. То есть мы должны с вами пройти должны оказаться вот в этом столбике, пройти соединительными петлями именно в эту точку. Ну как, опять-таки решать вам. Можете проходить соединительными, или же, как вот я предлагаю, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2 и вот столбик без накида. То есть мы как бы должны выдерживать линию ровную, да? И вот с этой точки, вот с этого столбика мы опять с вами начинаем. 3 воздушных петельки. В третью петлю мы должны с вами связать полустолбик с накидом, 2 воздушных и столбик с одним накидом. 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. Ищем с вами третью петельку. Зашла, связала полустолбик. Вот он есть, да? Теперь 2 воздушных петли, накид, и в эту же точку заходим, вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Далее смотрим. А дальше у нас все просто. 3 воздушных, наши столбики с одной вершиной через 2, 3 воздушных, и далее мы с вами все как бы в зеркальном повторяем. Поэтому сейчас я сделаю 3 воздушных, 1, 2, 3, накид под арку, вяжем столбик с одной вершиной, из 3 недовязанных с одним накидом, соединили, закрепили, 2 воздушных и продолжаем. Связали мы с вами таких 3 столбика, вот они, да, и теперь мы должны с вами завершить наш ряд вот в этой точке. Через 3 у нас вот такой вот столбик, птичка вернее, да. Давайте я покажу, потому что 3 воздушных петли, накид, мы с вами заходим в третью петельку нашей арки, столбик с одним накидом. Здесь у нас с вами 2 воздушных, накид, и в эту же петельку полустолбик. Вот он. Теперь 3
воздушных, и мы с вами заходим вот последний наш столбик в этом ряду, столбик без накида. Вот так. Вот видите, мы с вами как бы чувствуется, да, немножко уже выходим на ровные линии. Смотрим. Мы с вами завершили вязание вот в этой точке. Последние 3 и столбик. Опять мы должны с вами что сделать? Мы должны перейти и начать наш следующий ряд со столбика с одним накидом в нижнем ряду. То есть пройти вот этот полустолбик и зайти сюда. Затем связать 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Сделать столбик с одной вершиной, 2 воздушных, столбик с одной вершиной, 2 воздушных, и здесь вот в эту точку, как бы, да, в сам столбик мы должны связать столбик с 3 накидами. Это у нас с вами предпоследний, ну и последний ряд у нас будет 1 столбик. И затем только мы должны с вами разобраться с обвязкой этого квадрата. Опять-таки повернули вязание, и наш ряд должен начаться вот с этого столбика. Что я делаю? Ну, могу, конечно, попробовать связать соединительными. Это не очень удобно, но давайте попробуем. Вот так. Потому что не в каждую петлю я могу попасть, да мне и... Ну и вот последний, да, столбик без накида. Вот. Смотрите сами, решайте, как вам будет удобнее. С этой точки что я делаю? 6 воздушных петель, как мы с вами говорили. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вот у нас 2 арки, в которую мы вяжем наши столбики. Первый из 3 недовязанных соединили, закрепили, 2 воздушных и следующий столбик. 2 столбика есть, и теперь, как мы с вами видели на схеме, 2 воздушных петельки, 2 накида, по-моему, да, и мы с вами заходим вот в столбик с одним накидом. В него 1, 2, 3, здесь 4, 5. Вот так. Видите, у нас уже вырисовывается последний угол. Поворачиваем вязание, и что мы с вами делаем? 1, 2, 3, 4. Накид, заходим в последнюю арку, и вяжем столбик из 3 недовязанных, соединяем в одну вершинку и закрепили. И теперь у нас последний с вами 1, 2. Теперь смотрим, нам нужно с вами здесь что сделать? Отсчитать 2, в 3 петельку опять-таки зайти и связать столбик с 2 накидами. Вот у нас так выглядит. Видите, он у нас немножко не ровный, поэтому нам нужно с вами сделать обвязку. И теперь давайте смотреть, как будем работать. Мы находимся с вами вот в этой точке. 3 воздушных петли. Столбик с одним накидом у нас, получается, должен идти под вот этот столбик, который мы только что с вами провязали. 3 воздушных мы должны с вами зайти, ну, я как понимаю, в точку, в которую мы только что с вами заходили и вязали столбик. 3 воздушных. Вот этот столбик с одним накидом, который начинался у нас предпоследний столбик с одним. 3 воздушных.
Вот тут вот у нас еще идет. Видите, вот он, полустолбик. Полустолбик у нас был в одно основание. В него 3 воздушных, сам столбик. Вот этот момент нужно отследить. Нужно понимать о том, что у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно так же и на этой стороне. С этой стороны будет намного проще. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Здесь у нас, видите, столбики есть и как бы ряды. Все очень просто. Вот этот момент у нас один из сложных. Ну и потом, когда вы поймете, как здесь, вот эту сторону уже будет сделать намного проще. Поэтому давайте попробуем это сделать. Итак, мы с вами находимся в вершине нашего последнего столбика. 1, 2, 3. Накид. Вот этот столбик вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Мы заходим с вами вот в эту точку, с которой начинался наш столбик. Здесь мы вяжем с вами столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. Вот помните, у нас здесь было 2 столбика. Вот этот столбик с одним накидом. Мы заходим в него и вяжем тоже столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Вот он столбик, полустолбик, который был в одной точке. Мы теперь заходим в него и столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. Помните, у нас была арочка, в которую вязали первый столбик с одним накидом. Вот в него мы тоже вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Вот сюда вяжем столбик без накида. Далее будет немножко проще, потому что мы будем ориентироваться на вот эти вот столбики. 1, 2, 3. Накид. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Вот он столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. Вот он столбик с накидом. 1, 2, 3. Вот он без накида. И 1, 2, 3. Накид. И последний столбик с одним накидом. По идее у нас должно получиться 6. Давайте посчитаем. Вот первый, вот второй, третий, четвертый, вот пятый, и вот он шестой. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков мы получили. Точно так же мы должны получить с вами 6 столбиков. Но здесь у нас немножко все проще, как я показывала по схеме, да? Здесь, я думаю, вы сможете сделать сами. 3 воздушных, столбик, 3 воздушных без накида, 3 воздушных с накидом. И так доходим до угла. При этом, при всем, вы смотрите еще, как, возможно, вам удобно будет и соединяться между ними. Да? Вот смотрите, вот 2 столбика, и вот так можно еще 2 столбика. У нас получается красивый большой квадрат. По ходу движения хочу вам показать, как нужно соединять эти квадраты. Я предлагаю соединять через столбики с одним накидом. То есть тогда, когда мы с вами вяжем, вот смотрите, вот сейчас у меня был столбик без накида, сейчас я вяжу 1, вот сейчас у нас с вами был столбик без накида, да?
И нам теперь нужно с вами соединиться со следующим. Я 1, 2, 3, накид. Мы заходим с вами в столбик. Как мы разбиваем, уже с вами разговаривали, да? Вот. И я выискиваю столбик, который соответствует столбику. Захожу под него. Далее 1, 2, 3. И опускаюсь уже на следующий столбик и вяжу столбик без накида. Таким образом, как вы видите, вот я соединилась со всеми столбиками. И вначале мы соединяемся с первым столбиком. И так все 6. Вот такой вот у нас с вами квадрат получается. Его можно использовать как для, допустим, тех же скатерти, салфетки. Занавеска будет очень красивая. Ну, я даже видела вязаная кофта. Подобрать пряжу потолще. У меня достаточно тонкая. Главное, что мы с вами разобрали этот квадрат. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до